Здравствуйте, Девы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на вторую половину месяца декабря. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в период с 15 по 31 декабря. Какие же карты вам выпадут, что интересного вас ждет и на что нужно будет обратить свое внимание. Итак, давайте посмотрим. Я сначала выложу карты, затем разъясню значение того, что у нас получилось, и мы разберемся, в каких комбинациях, собственно, и почему эти карты выпали. Итак, давайте посмотрим. Перед этим напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, если вы еще этого не сделали. Также можете оставить лайк, оставить сообщение, оставить любую запись, отметку под этим видео, что вы видео посмотрели, что вам понравилось. Итак, давайте посмотрим, что здесь есть у представителей и представительниц знака Дева. С 15 по 31 декабря. Итак, давайте посмотрим. Первое, что у нас бросается в глаза, это карта смерти, которая выпадает. То есть вы можете проживать какой-то переходный период здесь. Может быть, что-то закончилось в вашей жизни, может быть, даже что-то большее, чем мелочь какая-то, то есть что-то значимое. Может быть, даже несколько дел или несколько ситуаций завершилось, которые были, может быть, не в вашу пользу, поэтому вы решили что-то прекратить или поменять, то есть что-то вам не подходило, и вы внесли определенные изменения в свою жизнь. И также тут же еще есть и, собственно, эта колесница, это происходит трансформация быстро, это происходит стремительно достаточно и полностью переворачивает что-то в вашей жизни или в вашем сознании. Поэтому карта «Страшный суд». Возможно, здесь вы достаточно много времени проводите в общении с другими людьми. То есть это не говорит о том, что вы исключаете людей из своей жизни, но также вы можете исключить кого-то, кто вам не нужен или кто вам не подходит, как будто бы развернуться спиной и уйти. Если вы хотите начать с чистого листа, может быть, вам что-то не подходит в отношении с кем-то, и, собственно, по тузу мечей вы принимаете такое решение. Это может произойти достаточно стремительно, и это тоже переворачивает ваши отношения к ситуации или делает вашу жизнь иной совершенно. То есть вы можете находиться на распутье и принимать решения, но здесь будет, скорее всего, решение, которое приведет вас к лучшему, перемены к лучшему, потому что есть шестерка мечей. И даже несмотря на то, что вы взвешиваете какие-то варианты, вы смотрите на вещи с точки зрения каких-то позитивных изменений, то есть каким образом привести свою жизнь к цели. Вы знаете, что будет двигать вас вперед, и, собственно, что вам лучше делать, чего вы желаете, чтобы двигались дела вперед, собственно, и вы эти перемены, которые осуществляете, вы делаете их, потому что вы не хотите застрять в ситуации, которая, может быть, вам некомфортна, или что-то не совсем на руку вам, не совсем выгодно вам происходит. И здесь, наконец-то, по колеснице будут эти хорошие позитивные изменения, то есть очень позитивное, стремительное движение вперед, какие-то хорошие перемены у вас. И это продвижение к независимости, это продвижение к процветанию, потому что есть туз пентаклей. Это какие-то значимые перемены в вашей жизни, которые приведут вас к успеху. Это какие-то перемены в вашем сознании, когда вы будете готовы по-другому совсем относиться к жизни, может быть, рассматривать по-другому какие-то возможности в любви или в отношениях. Возможно, вы закончили какой-то старый период жизни и начинаете новый для вас, качественно новый, качественно более лучший. Для некоторых из вас это может означать, что вы завершаете одну ситуацию. В целом перед вами могут открываться достаточно хорошие, такие, можно сказать, широкие возможности. Но все же смена может быть еще не совсем закончена, и вы находитесь как раз в периоде этой трансформации, этих изменений. Поэтому вам нужно помнить, что во время этих изменений иногда требуется какой-то период дать себе, на размышления, на паузу. Может возникать ощущение хаоса в
в жизни. И вам нужно не торопиться, не беспокоиться и постараться здесь как-то спокойнее на эти перемены, соответственно, реагировать. То есть это какие-то кармические изменения по страшному суду, которые происходят у вас. Но они приносят вам больше пользы, поэтому нужно так к этому и относиться соответственно. Карта «Страшный суд» здесь она показывает, что, возможно, вы что-то для себя поймете. Возможно, для некоторых из вас это может стать таким новым началом в какой-то ситуации, которая раньше, может быть, не сложилась или не складывалась удачно. Я думаю, что эта ситуация, она потребует еще одного как будто шанса, другой возможности, еще одной попытки. И будет похоже на перерождение, воскрешение, может быть, примирение с кем-то, может быть, примирение в отношениях с человеком, от которого вы уходили или приняли раньше решение уйти. Да, здесь может быть такое или возвращение к старой работе, или к старому проекту, от которого вы раньше отказывались, а сейчас он может вернуться в вашу жизнь и напомнить вам о том, что почему бы его не реализовать. То есть здесь может иметь к этому отношение какая-то финансовая составляющая, и, возможно, что-то, что вы раньше пытались сделать и не получилось, возможно, вы просто попробуете еще раз это сделать. Да, еще раз попробовать завершить какую-то работу. Или если это, допустим, отношения, может быть, брак, постараться восстановить отношения, возродить эти отношения, постараться дать им второй шанс. Если вы раньше разворачивались и уходили от второй половинки, да, и приняли такое решение, то здесь как будто бы новая энергия дается, новая страстная энергия по огненной стихии, потому что это паж именно жезлов, это может быть и огненный знак зодиака, то есть лев, овен или стрелец, хотя здесь может быть много знаков на самом деле, от близнецов, скорпионов, раков, до кого угодно, но здесь вы смотрите на все очень-очень позитивно и достаточно стараетесь быть легкими и по пажу жезлов импульсивными даже где-то. Может быть, будете более импульсивными, более такими стремительными в принятии решений, поэтому и колесница тут тоже выпала. То есть легче принимать решения будете действовать более спонтанно, собственно, в этот период времени. Давайте подумаем, что же здесь еще может быть. Да, собственно, да, с этой картой влюбленные, но я думаю, что, так как я и говорила, это может касаться вашей личной жизни, и происходит что-то очень важное, хорошее, позитивное здесь в личной жизни, и к вам обязательно будет приходить энергия вот этого позитивных каких-то изменений, хороших шансов, возможностей, примирения с кем-то. Может быть, даже и совершенно новый человек, который дается вам, туз пентаклей, как новое начало. И он будет хорошим, перспективным, да, в отношениях. У кого-то будет выбор. Но опять-таки мы говорили, что выбор вернуть что-то из прошлого или нет, вернуться к старому проекту в плане работы или нет. То есть влюбленные — это всегда выбор. И с шестеркой мечей вы как будто бы некоторые из вас, они могут отправиться и в путешествие, возможно, во второй половине декабря, когда вы можете куда-то поехать и составить какие-то планы на поездку, на какое-то перемещение, собственно, да, куда-то отправляться, посмотреть что-нибудь интересное или отдохнуть. Может быть, берете себе небольшой отпуск. Возможно, какая-то ситуация была напряженная, вы уходите от неприятностей и стараетесь менять что-то в лучшую сторону, то есть наладить отношения, помириться с кем-то, то есть использовать хороший шанс на то, чтобы изменить ситуацию к лучшему или уладить какие-то разногласия. В целом приобретение спокойствия, которое у вас будет, но не без каких-то негативных событий, потому что восьмерка чаш все-таки показывает, что да, что-то вот такое здесь есть, спонтанно, неожиданное происходящее, что вас расстраивает, разочаровывает. Это может создать определенные проблемы. Может быть, что-то не совсем по плану идет уже ближе к Новому году, то есть после 20-х чисел. Но опять-таки, я думаю, что здесь тоже ничего такого катастрофичного нет, то есть таких прямо очень-очень плохих карт здесь в принципе нет, хоть и начинается все с карты смерть, но это не о чем-то ужасном. Я думаю, что здесь эта восьмерка кубков, она о какой-то ситуации в вашей жизни, которая здесь не складывается или в каких-то эмоциях ваших, которые вы носите с собой, носите в себе, не высказываете их, и вы оставить можете эти эмоции позади.
Возможно, поэтому здесь она разворачивается спиной и уходит. То есть, опять-таки, уходит она к солнышку, к чему-то позитивному, светлому, то есть перемены к лучшему. И здесь карта смерти, она тоже reverse, то есть восстановление, возрождение. Карта показывает здесь звезду, то есть движение к лучшему, движение к цели, какой-то прогресс, который у вас есть, и возможность возродить что-то, что вы считали нерабочим, неуспешным, чем-то таким, что, возможно, вы забыли, забросили в долгий ящик или не давали шанс раньше. Сейчас даете шанс этой возможности. Итак, дорогие мои девы, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака на вторую половину декабря, соответственно, мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.